Я начинаю, да. Всем привет. Кто меня не знает, меня зовут Влад. Я работаю в Smart Business, Data Science инженером. Мои ключевые сферы – это Deep Learning, Computer Vision и NLP. И сегодня я хотел поговорить про Image Segmentation. Это задача в области Computer Vision. Поговорим, что такое сегментация изображений, и в частности Instance Segmentation и Semantic Segmentation. Итак, что такое сегментация? Со звуком. В принципе, так представляли сегментацию себе 80-х режиссеры классных фильмов, но, в принципе, они были очень близки к правде. То есть, это так T800 видел людей, выделял их в такие области, не прямоугольники, как в Object Detection, а конкретно какие-то вот области, сферы там, и принимал какие-то решения. Так, в принципе, это было примерно правильно, да, и уже в 2019 дошли к тому, что формализировали и достигли похожих результатов. Но на самом деле, что такое сегментация? Это отдельная задача. У нас есть самый простой, начальный этап в Computer Vision – это классификация. То есть, если у нас какой-то один объект, например, котик, и мы просто говорим на основании всего изображения, что здесь есть кот, например. Тут еще добавлена локализация, но это не обязательно. Следующий этап – это Object Detection. Это когда у нас уже идет несколько объектов, и мы говорим, мы не можем сказать, что здесь, например, просто кот или просто собака. То, на что мы модель обучились, здесь и будет представлено. Мы говорим не только о классе, говорим еще о локации. И сегментация разделяется на две основные категории – это Instance и Semantic Segmentation. Легко запомнить, что семантик – это как, семантические группы какие-то, да, все мы знаем. Это у нас существуют только группы. Если у нас, например, кот, то не будет выделяться, если у нас несколько котов на одной фотографии, то не будет выделяться конкретно один кот, второй и третий. Будет просто группа коты, например, группа трава. Там, вот. Это относится к semantic segmentation. Когда у нас instance, то есть это как условно какой-то объект. И здесь, например, две собаки, и они выделены отдельно. То есть мы знаем, где какая собака, там красная или зеленая. Вот. Перед тем, как приступить конкретно к моделям и архитектурам, то я бы хотел поговорить о том, где вообще применяется сегментация, зачем ее использовать. Вот, первое применение – это healthcare, либо медицина. То есть очень распространено использование сегментации в медицине. Это и распознавание каких-то болезней. Очень популярно сейчас помогать с помощью АИ лечить или диагностировать хотя бы рак. И раковые клетки находятся с помощью задач сегментации, какие-то поражения мозга там. То есть очень много в диагностике и медицине используется сегментация. Второй пример – это спутниковое изображение. На примере, как справа, это может быть городское планирование, это может быть трафик дорожный, это может быть просто какая-то аналитика, либо это сфера агро, например, распознавание полей, еще и конкретно каких засеяно чем. Вот, это тоже относится к задачам сегментации. То, что слева, это пример с Kaggle. Его начала компания Airbus, и у них задача, они уже подходят к ней 10 лет, вот, но решили с помощью АИ усовершенствовать свое решение. Это задача по распознаванию, как раз сегментированию лодок, барж, кораблей в морских океанах, в океанах и морях. Вот, у них есть свое решение, но оно не является экономически выгодным, потому что, используются какие-то старые, хоть и очень точные технологии, но для экономического эффекта нужно было ускорение. И они провели челлендж по распознаванию кораблей. Это используется для также от какого-то детектирования трафика, распределения, выявления незаконной рыболовли, наркотрафика. То есть это очень важный кейс, и его, в принципе, уже решили. Есть победители, они выиграли и по точности, и по скорости. Еще применение есть в биометрике, то есть возможно распознавание паттернов в отпечатках, то есть выделение каких-то областей, которые нужно, дальше подаются на алгоритмы распознавания отпечатков.
Также, например, по лицам, это если нужно для какой-то там генеративной сети выделять конкретно какие-то области там рта, волос, там, чтобы поставить какой-то фильтр, там, как в Snapchat, да, это тоже может использоваться сегментация. Популярный сейчас к обсуждению тренд – это машины-автопилоты. Вот, и они же должны как-нибудь как-то видеть дорогу, и они видят это, в принципе, сейчас с помощью как раз искусственного интеллекта, в частности, сегментации. Он сегментирует свое входное изображение, камера в основном находится в области фар, и распознает также трафик людей, то есть где нужно затормозить, саму дорогу, разметку. Вот, и это все, ну, сейчас используется все-таки искусственный интеллект и вот сегментация. Также, ну, Other — это очень много еще других использований, которые, ну, как-то не классифицируются, но это в ритейле, например, там справа с мороженым, это продукт нашей компании. По сегментированию мороженого в холодильниках, то есть так как здесь неприменимо, например, распознавание там образов, то есть конкретно, ну, там, рожков, они все разные формы, нельзя их выделить какой-то прямоугольник, то здесь проще выделять область, целые области мороженого, и мы обучаем на конкретные классы и говорим, что здесь, ну, там, присутствует в этом холодильнике класс такого-то мороженого. Значит, мы можем посчитать как минимум наличие этого мороженого в этом классе, в этом холодильнике. Также может быть как для фэшн-индустрии, например, то есть это сегментация там верхней одежды там, или там просто одежды и подмена ее, то есть как вы как будто примеряете онлайн там, вот это применяется вот сегментация, либо какие-то там повреждения машин тоже все можно, ну, можно выявлять с помощью вот сегментации, то есть не просто прямоугольничек где, а конкретно выделять там области, какие поврежденные, там, чтобы высчитывать процент, например, поврежденности машины. Вот, так, теперь перейдем более детально к semantic segmentation, то есть, да, еще раз повторим, это тот вид сегментации, в котором мы выделяем целые группы, то есть, если у нас там вот есть шарики, они будут выделяться в общее как бы такое облако, которое будет называться тем классом, который мы обучили, например, ну там шарики. Вот, оно отличается от instant segmentation, в принципе, тем, что говорят, ну, по результатам он легче обучается, чем instant segmentation, ну и классифицирует целые группы. Ну и отличие от Object Detection очевидно, да, здесь мы выделяем области, вот, и как бы, ну, с этого, ну, в этом и отличие на самом деле. Проблемы, да, вот это, в принципе, итерационно по моделям здесь картинка предоставлена, но в последнем мы видим, что, ну, нас более интересует вот такое дробная разбивка, например, да, такая сегментация, как дерево. Ну, нам не очень интересно второй пример, когда просто огромное пятно дерева, оно может быть там разного, но вдруг кому-то там из бизнеса важно распознать конкретно там площадь дерева, там, площадь там, веток там, дерева, вот, поэтому важно применять там, современные новые модели, которые уже достигают такой точности в сегментации. И первая модель, про которую мы поговорим, называется UNet. В принципе, понятно, почему она так называется, с ее архитектуры. Она была изобретена немецкими инженерами для задач, как раз медицинских задач, то есть это разного рода классификации там и болезней, и клеток, и вон там что-то в глазнице там тоже исследовали они. Вот. Здесь какая ключевая особенность? Это, по сути, собой представляет автоэнкодер. С левой частью это энкодер, с правой части это декодер. Вот. И ключевая тут особенность, да, мы о ней поговорим чуть дальше. Это вот как раз то, что мы в первой своей части мы спускаемся от большого представления картинки к меньшему, а потом нам нужно сделать апсэмплинг очень большой, то есть вернуться обратно во всю картинку. То есть мы будем из меньших объектов делать больше. Вот, и в этом заключается задача здесь. Чтобы на выходе у нас, ну, на входе у нас есть картинка, и на выходе у нас будет тоже картинка, только в одном канале это будет просто маска, ну, то есть маска вот как раз вот этой области, то есть она будет белая, это то, что нам нужно определить там, и черная это весь общий фон. И для того, чтобы, в принципе, понять архитектуру, нам нужно быстро вспомнить основные
основные моменты вообще в распознавании образов. Это операция свертки, ну, convolutional операция, max pooling, dense layer, либо flat разложение и zero padding. То есть это, ну, основные, тех, кто с ним знакомы очень хорошо, тех, кто нет, сейчас быстро вспомним. Операция свертки, это в чем тут состоит задача? У нас картинка всегда представлена в виде матрицы, и мы проходим по ней скользящим окном каким-то фильтром. Да? Здесь это фильтр, либо kernel, ну, другое название. И здесь выполняется просто обычная арифметическая операция по умножению матриц, чтобы из какой-то картинки определенного размера сделать картинку меньшего размера. Вот здесь мы видим тоже пример по краям нули. Это и есть вот этот zero padding. То есть это, например, если мы хотим... У нас картинка 32 на 32, нам нужно картинку сделать для входа в модель 36, например, на 36. Это означает, что нам нужно с каждой стороны добавить по две колонки, ну, как бы по две вот эти ячейки. Как это сделать? Это просто закинуть ее нулями. Max pooling операция – это очень простая арифметическая операция. У нас тоже есть скользящее окно, например, здесь 4 на 4, и мы здесь 2 на 2 точнее. И мы здесь просто берем максимальное значение из этого, ну, как бы, этой матрицы 2 на 2. Зачем это делать? Это для уменьшения размерности. То есть мы берем самый насыщенный пиксель и берем его для дальнейшей обработки. Это существенно уменьшает размерность. И мы как бы берем самую важную информацию из там, области пикселей. Dense layer – это просто развертка, то есть это у нас, если там матрица 3 на 3, нам нужно ее развернуть в какой-то вектор, да, это просто будет вектор-столбец, ну, соответственно, просто переписанный в таком формате, в формате вектора-столбца. Так как мы уже вспомнили, перейдем к другому представлению вот свертки. У нас, как мы уже вспоминали, да, у нас есть ядро свертки, этот kernel или фильтр, его по-разному называют. У нас есть какой-то вот этот фильтр. Мы его можем просто сделать как бы reshape, ну или arrange в другой формат. Это, ну, еще и по сути сделать транспонирование. То есть у нас здесь каждая строчка вот этой convolution matrix 4 на 16 представлена как раз вот этим нашим кернелом. То есть если вы посмотрите 1, 4, 1, и вот эти нулями, это как раз наш рандомный zero padding, то есть куда мы докидываем эти нули. Каждая строчка представляет собой вот этот kernel 3 на 3. Так мы делаем все 4 строчки, и мы можем себе это, в принципе, позволить с математической точки зрения. По сути, мы просто переписали наше ядро, свертки переписали в такой формат 4 на 16. Далее у нас вход, это вот это скользящее окно, о котором мы говорили, скользящее окно, например, 4 на 4. И мы его также можем сделать просто операцию flatten, то есть вот эту как раз dense layer, просто его развернуть в виде вектора столбца. Это все нам нужно для того, чтобы мы смогли умножить нашу матрицу 4 на 16 на вектор 16 на 1. Вот. И после этого у нас получится вектор 4 на 1, то есть это мы просто сделали операцию свертки, ну, расписали ее математически с помощью вот этой вот convolution matrix транспонированной. Вот. Мы просто записали такую операцию свертки. У нас на выходе получается 4 на 1 вектор, и мы можем его также само решейпнуть в 2 на 2. Вот. Зачем это все было? Это у нас на входе было 4 на 4 вот эта область картинки, а на выходе у нас есть output 2 на 2. То есть это мы уменьшили размерность нашего 4 на 4 области картинки к 2 на 2. Вот это просто мы переписали, еще раз вспомнили, как работает свертка. Но в нашей задаче нам нужно сделать upsampling, то есть наоборот, из чего-то меньшего сделать размер побольше. И вот для этого ту матрицу, которую мы делали вот 16 на 4, мы ее, опять же, транспонируем в такую большую матрицу, умножаем на вход, когда у нас 2 на 2, ну вот 2 на 2 маленькая там матрица, мы ее можем развернуть, умножить на вот эту транспонированную convolution matrix, и мы получим тогда 16 на 1 вот такой большой вектор,
который мы можем уже развернуть 4 на 4. То есть, и что получается? Мы из матрицы 2 на 2 получаем 4 на 4. Вот эта задача вот как раз апсэмплинга. Мы из меньшей матрицы делаем большую матрицу. Это, ну, как бы, когда в UNet мы доходим до самого низа вот этого, там где view, пытаемся все это развернуть выше, и мы на каждом этапе делаем вот такой вот обратную конволюцию. То есть она называется там decompose, вот, либо там reverse convolution, то есть это обратная конволюция обратная свертка получается. Вот, в принципе, тут расписано все прям поэтапно, что на входе, что на выходе, какие проходят тут пулинги. Когда мы доходим до самого низшего представления 8 на 8 256, мы начинаем апсэмплить, то есть увеличиваться. Потому что в конце самом, да, мы должны будем вернуть вот этот наш одномерный, как уже, это уже не, ну, это тензор, да, получается, но матрица просто 128 на 128. Это будет наша бинарная бинарная маска, которая накладывается на картинку, и мы получаем класс, который мы там распознаем. В принципе, какая тут функция потерь используется, это просто pixel-wise softmax, то есть мы делаем, по сути, softmax loss на каждый пиксель. Вот так мы его считаем. Также стоит учитывать, что сама архитектура UNet была рассчитана для задач распознавания там, малого количества объектов. То есть это как раз в биоинженерии там используется, то есть там для, например, обнаружения каких-либо клеток. И рекомендуется использовать UNet только если у вас, например, там двуклассовая. Почему двуклассовая? Это один класс это background, и один класс это там клетки, которые, например, мы хотим распознать. Либо там какое-то там поражение, либо это просто может быть машина, там, да, это тоже может быть один класс, но best practice, использовать UNet только как бы когда у нас мало классов. Вот. И также стоит соблюдать баланс датасета, потому что не раз случалась такая ситуация, когда у нас, например, больше всего бэкграунда, да, там у нас может быть какая-то картинка, и на ней там маленький какой-то объект, и он занимает, по сути, действительно там 5% всей картинки, то есть это 5% пикселей занято этим классом. И если модель теоретически будет все классифицировать как бэкграунд, то мы на выходе там после 1000 картинок получим 90% точности, потому что у нас очень мало наших объектов. Вот, поэтому нужно следить за балансом классов, пытаться там проводить аугментации, какие-то синтетические данные, чтобы хотя бы как-то разбалансить наш датасет. Вот. Так как это задача с помощью UNet Semantic Segmentation для малого количества классов, то вопрос, как бы, если нам нужно много классов классифицировать, как в задачах с машинами-автопилотами, да, для этого state of the art моделью считается Deep Lab, уже есть версия 3. По сути, опять же, это энкодер-декодер, повторяет эту всю суть. Здесь из нового, что мы еще, скорее всего, не знаем, это вот от Rows Convolutional, вот этот блок, о нем мы поговорим на следующих слайдах. И что он себя представляет, давайте сразу. Вот от Rows, это пошло от французского слова, которое означает «дыра». Вот, и это еще один подход к свертке, просто который использует пробелы между пикселями. То есть, по сути, у нас есть такое же ядро свертки, только наша вот это sliding window будет просто разрежено количеством каких-то пикселей пропущенных. Если у нас RAID 1, то есть, по сути, это есть обычная свертка наша вообще. То есть, у нее нет пробелов, это есть просто там свертка. Если у нас RAID, например, 6, то это означает, что будет, оно раздвинуто там на 6 там, пикселей, 24, то есть 24, то есть это оно так будет раздвигаться. Это предложили в архитектуре Deep Lab, и мы сейчас посмотрим, для чего это все нужно. Вот вверху представлена архитектура, если мы не используем вот эти at rows convolutional,
И мы видим, что с каждым следующим блоком, то есть тут еще не указана глубина, но с каждым новым блоком сверток у нас увеличится как раз вот эта вот глубина 8, 16, 32, но уменьшается окно. Ну, это как бы следствие convolutional слоя вообще, как мы вспоминали. Он делает из большего размера меньше, но увеличит глубину. Вот. А экспериментально поняли, что для задач сегментации это не есть хорошо, мы теряем много информации. Поэтому предложили использовать от Rows вот эти свертки. Мы видим, после вот третьего блока уже начинается RAID 2. И стоит заметить, что глубина вот этот и размер не меняется, они постоянно идут константно, 16. За счет вот этого раздвигания окна свертки мы не теряем вот этот размер. Вот. И так дошли, что мы можем использовать вот эту свертку другого как бы рода, она оставляет по себе больше информации, и ну, как бы для задач сегментации она ну, как бы намного больше подходит. Естественно, ее объединили в пирамиду таких блоков. Это предназначено как бы только для того, чтобы использовать информацию с разных скейлов, то есть уровней вот этой вот размера. То есть у нас есть картинка там какого-то там 1000 на 1000 пикселей, например, и вот эта наша пирамида будет брать там 1/2 картинки, потом 1/4, 1/8, там 1/16, сколько мы там укажем, например, вот этих уровней пирамиды. Чем больше уровней пирамиды, тем более детализированно мы можем ловить объекты. Например, на там картинки, которые там уменьшены только в 2 раза, мы можем там какие-то большие объекты захватывать. Чем больше вот эта прогрессия уменьшения, тем мы более маленькие вот такие объекты там можем захватывать. Вот, в принципе, результаты semantic segmentation с помощью DeepLab. По метрикам она, в принципе, бьет сейчас там она и есть state of the art по мультиклассовой вот этой сегментации. Первая это метрика это на датасете Coco, вторая метрика это Cityscape, то есть это как раз вот это вот по пилотируемым автомобилям. Есть челлендж, на котором люди соревнуются по моделям, какая лучше вот определяет там дороги, машины и все остальное. Вот, это в принципе краткий обзор semantic segmentation, то есть там, ну, какая сейчас там есть дорожная карта. Если вам нужно распознавать мало объектов, это UNet. Если вам нужно распознать много объектов, ну, распознать и выделять, естественно, это DeepLab. Вот. Если нам нужна задача instant segmentation, то есть в чем ее отличие? Это каждый класс мы должны выделить по-своему. То есть это чаще всего будет так же само обрамляющий прямоугольник, либо bounding box, и в нем еще наложена маска на конкретный объект. Вот. Разница семантик, да, мы можем понять каждый конкретный объект отдельно, и ну, эта задача да, более сложная, и опять же отличает от задачи Object Detection то, что у нас еще дополнительная есть информация там по локации объекта. Это может использоваться ну, в разных целях, там, для объемов, для там, всевозможных разных целей. И для того, чтобы перейти к основной модели, которая используется в Instant Segmentation, нужно быстро вспомнить архитектуру Faster RCNN. Это two-stage модель для Object Detection. Вот, мы ее будем использовать за основу. По сути, что она из себя представляет? Это сначала идет сверточная сеть, которая представляет собой набор блоков свертки, макспулинга, там, развертки всевозможной. От нее отделяется ветка Region Proposal Network. Это специальная еще одна сетка внутри этой сетки, которая предлагает некие регионы интереса. Вот, чтобы не использовать, как в предыдущих моделях там RCNN, использовалось там алгоритмы, которые просто накидывают вероятные там участки. Вот, она по-умному накидывает эти вероятные участки. Вот, дальше идет слой RUI пулинга, то есть это как раз вот этого нашей области интереса мы должны перевести в один и тот же формат. И fully connected layer это вот эти dense layer, которые все раздвигают в вектора.
и идет это все на две ветки. Первая ветка – это ветка классификаций, и вторая ветка – это ветка регрессии, то есть это как раз определение вот этих 4 точек баунинг-боксов, ну, то есть 4 координат нашего баунинг-бокса. Мы должны не просто как бы локализировать, а еще сказать, что это за объект, этим занимается вот эта верхняя ветка. Вот, по сути, это как бы вся архитектура Faster RCNN. И зачем мы ее вспоминали? Чтобы понять, как работает Mask RCNN. Это, опять же, база Faster RCNN, но что здесь поменялось? Первое, это поменялось Rui Align, а не Pool. Об этом мы поговорим чуть позже. И еще добавилась перед вот этой веткой классификации и регрессии, добавилась еще ветка, которая отвечает за генерацию вот этой маски. То есть это два блока свертки, и на выходе у нас получается еще и маска. То есть на основании вот этого прямоугольничка, который мы хотим, еще там будет накладываться какая-то маска. Вот этот блок маски, ветка маски, как раз отвечает за этот блок. Вот, в принципе, какая еще тут разница, вот Rui Align, который появился Rui Align вместо Rui Pooling, это вот мы видим слева у нас Rui Pooling, то есть это когда идет как бы округление, то есть по пикселям у нас это округление, внутри насыщенность пикселя, и на выходе у нас, да, все округляется. И предложили просто Rui Pooling. В чем разница? Он идет не четко по пикселям, а по своим, вот как у него свой заданный есть sliding windows, он идет по нашей картинке и не округляет. То есть мы видим тут уже числа там 0.88, например, там насыщенность пикселя, он просто захватывает, это Max Pooling, тоже Max Pooling, который захватывает, тут, например, в верхней левой ячейке у нас там 0.8, еще захватывает там 0.9 какой-то пиксель, то есть он там уже не 0.8, а там 0.88. Вот эти насыщенность пикселей по-другому пересчитываются, и просто, опять же, опытным путем увидели, что прирост average precision, ну, колоссальный, там считается, там, в некоторых случаях вообще плюс 10%. То есть очень большой прирост. Вот. Результаты, в принципе, он применяется везде и так же само в медицинских. То есть если у нас тут, вот мы видим здесь много объектов, и он каждый своим цветом определяется. То есть у нас здесь не просто как бинарная сегментация с помощью UNet, а здесь каждая клетка, она будет, у нее есть конкретно свой идентификатор там, цвета и локации. Вот, Mask RCNN также используется в задачах сателлитов, да, то есть это спутниковых снимков. Можно здесь также использовать, просто поле, да, это там какой-то или там газон, или это просто какая-то игровая площадка. Тоже может там определяться одним классом, и оно будет определять только один класс. Либо это здание, здесь они все там помечены разными цветами, и мы можем там различать эти здания между собой. Так, давайте тогда перейдем к демо, в принципе. Вот это, в принципе, наш кабинет, как он, это работа предобученной сетки на датасете Coco. Она уже в себе имеет порядка 80 классов, по-моему. И вот это результат этой работы модели. То есть здесь есть и то есть мы даже видим вот там какой-то стол, оно там кусочек стола определяет, кресло, людей, вазоны там и все там тому подобное. Все вазоны разноцветные. Все вазоны разноцветные, потому что, да, у нас здесь instant segmentation, то есть мы конкретно знаем, что там желтый вазон. Не знаю, что это пальма. Пальма? Или что? Или погоди, или не по классу. И это классы potted plant, и это тоже potted plant, но он другого цвета, потому что нам в задаче instant segmentation важно различать классы. То есть класс-то один и тот же, но это вазон первый, а это вазон второй. Я думал, просто классом соответствует цветам. Ага. Да, то есть, да, персоны тут тоже, персоны тоже разные.
Вот, можно, ну, там, пару примеров других там запустить. В принципе, работа вот сегментации, она идет, ну, computation вот cost выше, поэтому даже, ну, как бы это довольно пока еще низкая FPS, там, ну, если там говорить про видео вообще и все такое, потому что все эти демки, которые записываются для беспилотников, они на самом деле считаются на очень мощных машинах, на распределенных системах, либо они используют как вот сегментацию пока как вспомогательное там средство, и существуют еще более старые там проверенные методы, как лидары там и тому подобное системы. Вот. Или, опять же, можно пользоваться классическим Object Detection пока на данном этапе. Вот. Но тоже сегментация это имеет место быть. Она, ну, имеет сейчас большое распространение и прогрессирует. Вот. Помимо, да, вот просто обрамляющего прямоугольника мы имеем там еще вот конкретно локализированное место там конкретного объекта. Вот. Примерно тут, это то же самое, но примеры у меня тут прилично, поэтому если есть какие-то вопросы, можете задавать по полезным ссылкам. Да, вот, например, тут, ну, модель довольно точная, потому что она, в принципе, в задачах инстант сегментации это тоже state of the art, вот, Masker CNN. Вот. Поэтому полезные ссылки. Вот, на пейперы, кому более интересно глубоко еще там почитать. Статья интересна на медиуме, как натренить UNet на своем датасете, то есть это тоже все очень просто. И вот то, что я показывал сам пример, Masker CNN на GitHub, то есть там тоже установка вообще в 4 команды, претрейн какой есть, и также есть туториал, как обучить свой датасет, размеченный, естественно, по сегментации, как обучить его, ну, как бы на своем кастомном. Вот, поэтому, если есть вопросы, задавайте. В принципе, у меня все. Как данные размечаются? Просто обводится контур объекта? Да, есть специальная тула. Ага, повторять вопрос. Как размечаются данные для задачи сегментации? Вот, есть много сейчас на самом деле приспособлений, но есть одна, которой пользуемся мы, у нас же был уже кейс по сегментации, это V-Annotator Tools, это от какого-то института, по-моему, это Оксфордского института, есть такая тула, которая размечается не просто прямоугольниками, а полигонами, то есть это ломаными линиями, то есть мы их просто ломаными линиями накидываем и так формируем датасет, то есть по сути для модели ничего не поменялось, это тоже будет набор, как в XML, набор параметров, адрес картинки и там конкретно множество вот этих линий, которые она там обрамляет. Вот. И по сути маски это с собой являют черно-белые картинки, у которых черный это фон, а белый это то, что нам нужно распознать. Вот. По сути это весь вход модели.